Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя. Это канал о вязании крючком и спицами тоже. И в этом видео я научу вас вязать вот такую вот очень простую шапку, которая связана крючком. Она теплая, она объемная, но у нее есть один главный недостаток. И вообще люди, которые носят, видят мои шапки, они отмечают, что у них у всех есть один большой существенный недостаток. Я не знаю, как с этим справиться, что делать мне, что делать им. Они все говорят, что у моей шапки невозможно найти лица, изнанку, перед и зад. Как ее вообще надевать? Они всегда говорят: Надя, ну ты сделай хотя бы бирку. Вот ты вяжешь такие шапки, а в них непонятно, где перед, где зад, где шов, где хвостик, как мне ее носить, где у нее лицо. И вот что я говорю, я сама мучаюсь с этим же, но я всегда говорю: "Да носите как хотите". Нет, в моих шапках ни переда, ни зада, ни изнанки, ни лицо. Да, она связана крючком. Да, она связана крючком в поворотной технике. И по идее, если вы знакомы с этой техникой и вообще с таким принципом вязания, у нее должен быть шов, который ее сошьет. У нее он, конечно же, есть. Но я, как всегда, посидела, немножко поколдовала, взяла в руки крючок, иголку, пряжу, контрастные нитки и снова придумала идеальный ювелирный шов, который в этот раз, в этом вязании подходит для столбиков без накида. Показываю впервые. Моя разработка. Может быть, кто-то когда-то вязал точно так же. Я этого не видела. Я про это ничего не знаю. Я придумывала все сама. Все лайфхаки, все методики. И, в общем, с этим всем делюсь с вами. Шапка очень простая. Шапка вяжется столбиками без накида, других петель здесь нету. И я думаю, что для новичка она тоже подойдет, для такого усердного новичка, который готов освоить мой ювелирный шов, потому что он все-таки будет немножко необычен. Итак, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы готовы ввязаться в это вязание, и давайте начинать. Для шапки мне потребуется вот такая пряжа. Это пехорка смесовая. Смотрите, здесь был один моток, в нем 200 метров, 200 грамм. Довольно толстенькая, она словно такая равница, не очень хорошо скрученная. Так, сейчас найду еще состав. 36 и 70 акрил. И вы спросите, хватит ли какого-нибудь одного 100-граммового моточка? Нет, у меня ушло больше половины. То есть это такая объемная все-таки шапка, и она требует, ну, чуть больше, чем 100 грамм. Да? Это еще не весь остаток от мотка. Конечно же, для того, чтобы изобразить все лайфхаки, мне потребуется контрастная нитка. Без этого вообще никуда. Возьмите шнур. Не берите шерстяную контрастную нитку, особенно если вы возьмете белую пряжу и, допустим, какую-то там зеленую, синюю, красную контрастную нитку шерстяную. Не берите, она оставит свои махрушки на белом цвете. Это будет видно. Возьмите вот именно шнур или какую-то шнурковую или хлопковую пряжу в качестве контрастной нитки. У меня это Карамель Бэйби. От сумки остался. Почему шнур? Потому что шнур не оставит ворса, шнур не вваляется в вязание. Но здесь вот такая пряжа, она ну, вот равнится практически. И шнур будет очень легко удалить, и следов он после себя тоже не оставит. Естественно, это будут нужны ножницы. Это, конечно же, иголка с толстым ушком. И крючок. Я вот беру крючок 7 миллиметров. Это крючок, который мы будем вязать. Возможно, еще буду использовать крючок 4 миллиметра, 5, но это вспомогательный инструмент, чуть потоньше, если мне где-то понадобится. Про материалы и инструменты на этом все. Теперь про само вязание. Я вам всегда вначале предлагаю связать образец для того, чтобы определиться с размерами данной шапки, да, с длиной. То есть сначала вяжете тем инструментом и той пряжей, которой вы собираетесь вязать шапку. Можно вязать из любой пряжи, не обязательно такой, как у меня. Образец. Вот смотрите, у меня высота шапки. Так, ну здесь где-то, ну, допустим, 30, 31, 32, да. Фото вы видите, какой здесь отворот и как она сидит. Если вас все устраивает, вы делаете высоту такую же. То есть вам нужно связать образец. В образце посчитать вашу плотность в 10 сантиметрах. И из этой плотности рассчитать длину необходимую, чтобы набрать, чтобы связать полотно шириной 31-32 сантиметра. Формула очень простая будет на экране, то есть считаете образец, по нему считаете плотность и получаете ваш набор. У меня получилось здесь в длину я набираю 35 петель. Теперь про плотность высоту. Плотность высоту можно не замерять. Мы будем вязать такими микроклиньями. И я буду эту шапку просто примерять на себя в процессе вязания. То есть
длина полотна зависит от объема головы, и просто я его добираю примеркой. Я не делаю измерений, но для вас я скажу, сколько получилось у меня. У меня получилось полуобхват, ну, наверное, 25. Ну, смотрите, это просто потому, что плотная пряжа и плотная и объемная пряжа. Да, если бы у меня была какая-то тоненькая пряжа, допустим, ну, метров 200 в 100 граммах, то здесь бы был обхват поменьше. Просто за счет своей вот этой вот толщины мне приходится делать, ну, такое достаточно широкое полотно, 25, да. Это я все получила примеркой. Теперь же про само вязание. Итак, берете контрастную нитку. Опять немножко теории. Контрастная нитка должна быть по толщине, это желательно. Примерно такой же, какой вы будете вязать э, пряжу. Как ваша основная пряжа. Не берите тонкую контрастную нитку, да. То есть можно взять тонкую трикотажную пряжу. Вот у пряжи Центр тоже есть тонкая трикотажная пряжа. Если у вас есть какие-то остатки от нее, возьмите ее. Возьмите шнур какой-то, да. Вот прям тонкую хбшечку брать не надо, потому что тогда у вас первый ряд по плотности не совпадет со всеми остальными рядами. Итак, я посчитала, мне нужно 35 петель. Я набираю контрастной ниткой 35 воздушных петель крючком, которым я буду вязать основное полотно. Раз, два, три. Итак, петли набраны. Здесь у меня 35 петель. Соответственно, это высота шапки. Дальше беру свою основную нитку и перехожу к вязанию первого ряда. Там, где белый начальный хвостик, это будет макушка. Просто это запомните. Итак, первый ряд. Воздушная петля подъема. Дальше вкалываю крючок в перемычку наборной цепочки. Вот так. Подхватываю рабочую нитку, делаю столбик без накида. Раз. В следующую точку. Следующий столбик без накида. Два. В следующую точку. Следующий столбик без накида. Три. И я работаю столбиками без накида до конца ряда. Всего в первом ряду будет 35 столбиков без накида. Вяжу первый ряд, когда я вяжу по контрастной нити, за перемычку. Почему? Чтобы в конце ее было проще удалить. Тогда она удалится в одно движение. Так. Последняя, 35-я петля в этом ряду. Точно так же в перемычку. И на этом первый ряд будет закончен. Второй ряд. Воздушная петля подъема, поворот. И теперь я буду вязать все последующие ряды за дальнюю полупетлю. Вот так буду вкалывать крючок. Итак, вкалываю крючок во второе звено от крючка за дальнюю полупетлю. Подхватываю рабочую нитку и делаю столбик без накида. И вяжу по одному столбику без накида за дальнюю полупетлю. Здесь я вяжу 32 столбика без накида. И последний, 33 столбик, я делаю там соединительную петлю. То есть мне нужно будет уменьшить высоту столбиков. Итого это будет 33 петли. То есть до конца ряда во втором ряду я не дойду 2 петли. Встречаемся вот здесь. Я покажу, как я делаю завершение второго ряда. Итак, вот я связала второй ряд, 3 петли не довязала. То есть здесь 32 столбика без накида. И последнюю петлю за дальнюю дужку я делаю соединительную петлю. Тем самым высота последнего столбика будет меньше, чем всех остальных, да, и он плавно вольется в этот клин. Третий ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Снова вкалываю крючок во второе звено от крючка и вяжу 33 столбика без накида до конца ряда. Здесь все очень просто. Итак, последняя петля в третьем ряду. Я ее точно так же вяжу за полупетлю. Да, я никогда вот так не вяжу. Я не понимаю, зачем это делают. Если вам так нравится, делайте так. Если вы так считаете, что край там будет стабильнее или еще как-то, пожалуйста, вяжите. Но я всегда вяжу все петли просто за заднюю полупетлю. Итак, третий ряд готов. Четвертый ряд. Воздушная петля подъема, поворот. И в четвертом ряду снова начинаю этот ряд во второе звено от крючка, снова вяжу столбики без накида за дальнюю полупетлю. И здесь снова сперва до края я не дойду 3 петли. То есть здесь будет, так, если у меня в предыдущем ряду было 33, да, здесь будет 30
столбиков без накида за дальнюю полупетлю и один в конце и одна в конце соединительная петля. 30 столбиков без накида готово, 31 соединительная петля. И это был 4-й ряд. 5-й ряд. Воздушная петля подъема, поворот, во второе звено от крючка вкалываю крючок, и здесь будет 31 столбик без накида за дальнюю полупетлю. Пятый ряд готов. Смотрите, у меня образовалось 1, 2, 3. Здесь 3 ступеньки получается, да? То есть 2 раза я не довязала по 2 петли до края. И теперь 6-й ряд. 6-й ряд вяжется вот так и дойдет до самого конца. Я вам покажу, как здесь на таких петлях смыкаются ступеньки. Воздушная петля подъема, поворот. Всего в 6-м ряду будет 35 столбиков без накида за дальнюю полупетлю. 1, 2, 3, 4, 5. Встречаемся там, где ступеньки, покажу, как их соединять. Итак, я подхожу к ступенькам. Вот первая ступенька. Здесь я снова нахожу перемычку от поворота. Вот она. И вкалываю в нее крючок. Вот так. И ухожу в нижний ряд. Вытаскиваю петлю, да, из нижнего ряда. Вот я из нижнего ряда за дальнюю полупетлю вытаскиваю петлю, как будто я делала обычный столбик без накида. Ну, фактически это он и есть. И дальше доделываю столбик без накида. Вот, получается, что я сделала сцепку. Сцепку через столбик без накида. В следующую точку просто столбик без накида. Опять ступенька. Снова вкалываю крючок. Вот она перемычка от поворота. В нижний ряд подхватываю рабочую нить, вывожу петлю и доделываю столбик без накида. И в последнюю точку обычный столбик без накида. Это был 6-й ряд, и это был финальный ряд в клине. То есть вот это клин, и дальше мы его будем повторять. Снова и снова. Это очень простой клин, он состоит всего из 6 рядов. Смотрите, что мы делаем дальше. Дальше вы просто перематываете на начало. Не на то место, где я набираю нить. Туда перематывать не надо. Вы перематываете на начало вязания, на первый ряд. Обрезать ничего не нужно. Все вяжем единым полотном. И смотрите, как я вязала первый ряд. Просто берете последовательность чисел из первого ряда. Но я вам тут тоже скажу, это было 35 столбиков без накида. Итак, воздушная петля подъема. Я делаю снова первый ряд. Поворачиваю и вяжу за дальнюю полупетлю 35 столбиков без накида. Тем самым я снова вяжу первый ряд. Затем я буду снова вязать второй ряд, затем я снова свяжу третий ряд, затем 4-й, 5-й и 6-й. И так я буду повторять с 1 по 6 ряд на нужную мне высоту, а точнее на нужный мне обхват головы. В процессе вязки я примеряю шапку по себе и тем самым получаю нужный обхват. Остановиться надо будет в 5-м ряду. То есть последний ряд в последнем клине должен быть 5-й. 6-й будет сшивать данное изделие. И тем самым получится гармоничная шапка с гармоничной макушкой. Да? То есть если вам по обхвату головы достаточно, допустим, полотна, которое останавливает свое вязание в 3-м ряду, нет. Вяжем все равно до 5-го. Это закон. Это нарушать нельзя. Все, вяжем полотно, встречаемся там, показываю, как шапку сшивать. Довязала я шапочку в обхвате головы. Смотрите, останавливаюсь перед рядом, который полный ряд, который провязывает все петли, соединяет все ступеньки. Всего вот этих вот мини-клиньев у меня получилось, их легко посчитать. 1, 2, считаю полные ряды. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. То есть вот я останавливаюсь в 10-м клине, 9 у меня готово. 10-й, если я провяжу последний полный ряд, тоже будет готов, и я его провяжу. Но этот ряд — это замерочный ряд. Я его вяжу, и я его распускаю. Зачем я это делаю? Мне нужно точно отмерить длину нити, которой я буду сшивать эту шапку. Итак, вяжу точно так же, как я вязала до этого. Делаю воздушную петлю подъема в самом начале. Вот она у меня сделана. И дальше вяжу
столбики без накида за дальнюю полупетлю до конца ряда. Все ступеньки делаю со сцепкой. Сшивать эту шапку я буду швом, который имитирует столбики без накидов. То есть в нем траектория нити точно повторяется, точно такая же, как в столбиках без накида. Но единственная разница, он будет смыкать эти две половины изделия. И поэтому замер нужно тоже сделать вот таким способом. Идеальный способ связать столбики без накида. Они покажут, какая длина нити требуется для них. Соответственно, дальше я ниточку обрежу и буду уже сшивать. Итак, довязываю до конца ряда и встречаемся там. Довязала я последний полный ряд. Обрезаю нить, но оставлю здесь небольшой хвостик, чтобы мне еще им стянуть макушку. Так, и этот ряд я распускаю. Не бойтесь, распускайте этот ряд. Так, распускаю даже воздушную петлю подъема. Должно получиться вот так. Вот. Дальше беру иголку с толстым ушком и вставляю хвостик в эту иголку. Здесь я очень рекомендую еще использовать иголку с тупым концом. То есть смотрите, чтобы конец иголки был вот прям как у спицы, да, это еще у меня острый конец, он может расщеплять нитку. Чем тупее конец иголки, тем удобнее вам будет работать. Так. Ну и дальше складываю свое изделие вот таким образом, да. Открытая петля в правом верхнем углу. Наборный ряд в нижнем крае, ближе ко мне. Начальный хвостик в левом нижнем углу. Нужно именно так, по-другому даже не получится. То есть если у вас вдруг получается, что начальный хвостик с этой стороны, значит, вы сделали либо недостаточное количество рядов, либо наоборот где-то ошиблись и сделали большее количество рядов. Потому что когда я сейчас сомкну данный ряд своим швом, эти нитки должны будут встретиться. Начальная нитка и конечная нитка, они встречаются в одной точке, я их связываю на узел, и получается, что вязание зацикливается. А если у вас вот этот хвостик будет вот здесь, и вы проложите, во-первых, у вас не получится рисунок, но каким-то образом вы получите этот шов, у вас все равно нити окажутся по две разные стороны. Это означает, что где-то ошибка. Итак, вставляю иголку в открытую петлю, и тем самым я ее закрываю. Дальше я рекомендую использовать еще один крючок, можно на размер поменьше. Беру ряд, который с наборной ниткой. И здесь я смотрю, как наборная нить очень хорошо видно. Мне кажется, вот у меня шнур — это наборная нить, вспомогашка, а белая пряжа — это основная нить. И вот смотрите, шнур цепляет белую пряжу. И я точно так же иголкой повторяю движение шнура. Вот я вставляю иголку именно туда, куда входит шнур. Вот я смотрю даже как с изнанки, да, вот смотрите, с изнанки как, вот с лица. И так я и вставляю иголку, чтобы получилось то же самое. Вот с лица, с изнанки точно так же у меня иголка подцепила вот эти две нити, и я вытаскиваю иголку. Так, и теперь на этой стороне вкалываю иголку в петлю, которая как бы воздушная петля, и снова затягиваю. А теперь давайте возьмем крючок поменьше. Он будет, ну, как бы тоже подсказывать нам траекторию, будет вспомогашкой. Смотрите, если я, даже можно взять оригинальный крючок, нет, давайте оригинальный возьмем, вставляю крючок вот в петлю. Представьте, что мы вяжем этот ряд, то вот эта петля, которая сейчас цепляет начальный ряд, она бы была у меня на крючке. Вот я поэтому крючок в эту петлю и вставила. Да? Вот он. Дальше, как бы я вязала? Я вставляю крючок на вот этой половине, которая дальше от меня, за дальнюю полупетлю и делала бы по ней столбики без накида. Вот. Одна петля для столбика без накида, вот вторая петля для столбика без накида. И вот эту рабочую петлю, которая в конце получается на крючке, нужно просто вытянуть для того, чтобы пришить к началу изделия. И вот я ее вытягиваю. Вот так. Здесь
Снова я обращаюсь к контрастной нити. Контрастная нить — это подсказка. Без нее будет просто невозможно. Просто очень сложно будет сшить данное изделие без шва и сымитировать иголкой траекторию, проходку столбиков без накида. Снова вот я смотрю, как контрастная нитка цепляет нити первого ряда. Вот раз, вот два. И точно так же я делаю иголкой. Смотрю, чтобы с изнанки все вышло точно так же. Да, все подцепила. Подтягиваю. Так, отлично. И теперь мне нужно вернуть в петлю предыдущего шага. Это же столбик без накида. И у него еще есть ножка как бы, да, и в нее возвращаю иголку туда и подтягиваю. И снова ставлю петлю на крючок. Вот это рабочая петля. И если бы я вязала, она бы у меня была на крючке. Вкалываю крючок за дальнюю дужку, подхватываю раз петлю и доделываю столбик без накида. Так. Вывожу из этой петли иголку и снова цепляюсь. Цепляюсь так, как мне подсказывает контрастная нитка. Так, подтягиваю. И возвращаю иголку в петлю. То есть это шапочка столбика без накида, а вот это ножка столбика без накида, и в них я и возвращаю иголку. Так. Ну и опять ставлю рабочую петлю на крючок, вкалываю крючок за дальнюю полупетлю, делаю столбик без накида. Так. Подхватываю 2 нити, которые цепляет контрастная нить, пришиваю этот столбик и возвращаю. Здесь уже что-то успело сваляться, пока я шила. И возвращаю иголку в шапочку столбика без накида и в его ножку. То есть для того, чтобы правильно сделать именно столбик без накида, который будет сшивать данное изделие, просто используйте крючок. И крючком делайте столбик без накида. Так можно сымитировать шов на самом деле любыми столбиками, любыми, какие вам только нравятся. Мое самое первое изделие, которое я сделала с таким швом, было, естественно, боснийская вязка, да, это были соединительные петли, но он у меня есть, и я уже показывала его в работе со соединительными петлями, которые делаются с накидом. Там точно такой же принцип. Крючком делаем эту петлю и дальше пришиваемся. Сейчас я показываю, как сделать такой шов на столбиках без накида. Можно делать и столбики с накидом, и полустолбики с накидом. В общем, любые петли на вашу сложность, какие хотите. И получается совершенное бесшовное изделие, которое, у которого не будет шва, которое очень красиво будет смотреться. Ну, в общем, я думаю, что здесь все понятно. Работаю так до конца ряда, встречаемся там в конце ряда, там будут ступеньки. Покажу, какие хитрости я использую, когда сшиваю ступеньки в таких изделиях. Итак, вот я прошила этот шов. Смотрите, с одной стороны, он уже как бы почти готов, да, здесь видно, что он идеально вписывается во все остальные вот эти вот рубчики. Когда я удалю контрастную нитку, то с другой стороны он точно тоже будет идеально вписываться в вязание. И я подхожу к макушке шапки, и здесь я вам показываю, как
нужно прокладывать дальше этот шов, если у вас встречаются такие ступеньки. И здесь принцип тот же самый, когда мы вязали. Помните, мы когда вязали этот ряд, мы делали сцепку ступенек, то есть мы вкалывали крючок вот в эту перемычку, в нижний ряд. Это была сцепка. И здесь я делаю точно то же самое. Возвращаю рабочую петлю на крючок, и я продолжаю вязать. Опять-таки, движения крючка, которые я делаю, они как бы подсказывают мне, как должна проходить нитка в этом шве. Я вкалываю крючок в перемычку от поворота, вот она, в нижний ряд, подхватываю рабочую нитку и делаю столбик без накида. И здесь я снова вот эту свою рабочую нитку вытаскиваю. Вот, я ее вытащила. Подтягиваем. Здесь следите за плотностью. Это очень важно, чтобы изделие как бы во шве не выделялось своей плотностью. Да, она должна быть такая же, с которой вы вязали. Это, конечно, самый, наверно, сложный момент. И дальше снова вот я подхватываю 2 нити, которые цепляет контрастная нитка. Вот, подхватила. Слежу за изнанкой. Тоже важный момент. И снова возвращаю иголку в петлю. Здесь это шапочка столбика без накида. Это перемычка от поворота, и это ножка столбика без накида. То есть в данном движении я возвращаю иголку в 3 петли и подтягиваю. Да? Опять беру крючок, опять рабочую петлю ставлю на крючок. Здесь в следующую точку, вот по ходу движения, за дальнюю полупетлю делаю столбик без накида. Подтягиваю. Так, подтягиваю, подтягиваю. Просто чтобы плотность соблюсти, да? Снова подхватываю 2 нити, которые цепляет контрастная нить. Вот так. Так, нет, сначала верну в петлю в ножку столбика. Так. Возвращаю рабочую петлю на крючок. Вкалываю крючок в перемычку. В нижний ряд за дальнюю полупетлю вывожу одну петлю, делаю столбик без накида. Так. Давайте снова здесь подтяну все для соблюдения плотности. Так. Ну и остаются последние стежки. Опять подхватываю нити, которые охватывает контрастная нить. Возвращаю в петлю, в перемычку от поворота, в ножку столбика. Подтягиваю. Снова ставлю рабочую петлю на крючок. Здесь в нижний ряд за дальнюю полупетлю делаю столбик без накида. Так. И самый последний стежок. Вот смотрите, вот она, контрастная нитка. Вот 2 нити, которые она обхватила. Также вкалываю иголку в петлю в ножку столбика. И после этого и последнее движение. Все, шов закончен. Дальше нитки мы можем просто связать между собой на узел. И смотрите, они сходятся в одной точке. Вот, все, вязание зациклилось, круг замкнулся, шапка сшита идеально, бесшовно, незаметно. Здесь дальше открываю контрастную нить. Здесь дальше со стороны макушки я открываю контрастную нитку, и дальше я ее удаляю. Не бойтесь, если вы все сделали правильно, по моему мастер-классу у вас ничего не распустится, у вас только уйдет контрастная нить из вязания. Вот она легко удаляется.
И шапка на этом почти готова. Так. То есть вот смотрите, вот эта колонка — это шов. Это одна сторона, и вот она вторая. Естественно, ни с одной стороны, ни с другой стороны вы этого шва не увидите. Я сделала шов, который стопроцентно имитирует столбики без накида, и, соответственно, он становится частью вязания. Ну, в принципе, я думаю, что вы уже знакомы с этой техникой, да, потому что я показывала множество раз, как делать такой шов на боснийской вязке, и я думаю, что здесь вас тоже ничего не удивляет. Дальше стягиваю макушку. Все очень просто. Вкалываю всю ту же самую иголку. Вот видите, нитка-то у меня осталась длинненькая. Я вкалываю в пипочки вот в эти краевые, для того, чтобы просто стянуть макушку. Так, давайте в конце вот так, что ли. И стягиваю макушку. И данные хвостики завязываю на узел еще раз. Раз и два. Теперь беру всю ту же иголку и прячу вот таким вот обвивающим движением хвостики вдоль вязаного ряда. Что один хвостик прячу так и обрезаю, что второй. И на этом шапка готова. Шапочка на этом готова. Она получилась объемная, очень теплая. Здесь достаточная толщина самой вязки, достаточная толщина отворота. Но в то же время, за счет того, что я взяла объемную пряжу и объемный крючок, такую шапку можно связать практически за один вечер. Повторю еще раз, шва нет нигде. Отворот совершенно идеален, что с одной стороны, что с другой. Ни переда, ни зада, ни лица, ни изнанки у данной шапки нет. Очень надеюсь, что вам понравилось данное видео. Если вы свяжете такую шапку по моему мастер-классу, то можете прислать ее фото ко мне в телеграм-канал. Будет здесь QR-код, подписывайтесь. Там я иногда выкладываю схемки и разные другие лайфхаки, микровидео, фоточки, разные рабочие процессы по вязанию крючком и спицами. Заранее спасибо за ваши лайки, за то, что смотрите мои видео, пишите комментарии, за то, что подписываетесь на канал. Спасибо за внимание. Пока-пока.